Вяжем ручки. В кольцо амигуруми набираем 6 столбиков без накида. Я взяла чуть-чуть посветлее бежевую ниточку, чтобы немного отделить краешек руки и ноги. Вы можете этого не делать, можете все вязать в одном цвете. Это уже чисто ваше желание. Простите, у меня немножко голос сел, но закончить мастер-класс хочется, поэтому я продолжаю. Второй ряд. Провязываем 2 столбика без накида, прибавочка. И еще раз 2 столбика без накида, прибавочка. В конце ряда у нас получается 8 столбиков без накида. Я вот здесь в последнем столбике меняю цвет на коричневый, на цвет нашего тела. И продолжаем дальше вязать. Дальше мы с вами будем вязать с 3 по 9 ряд. Это 7 рядов по 8 столбиков без накида. Так, дальше провязывайте самостоятельно. Вот смотрите, мы с вами провязали до 9 ряда. Такая лапка у нас с вами получается. И сейчас будем провязывать 10 ряд. Перед этим немножко добавим холофайбера, чтобы ручка была не сильно плотная, ну и такая не метлисящая. Нам надо, чтобы она была такая мягенькая. Все, добавили холофайбер. И теперь 10 ряд. В 10 ряду мы с вами будем делать 4 убавочки. В конце ряда у нас получится 4 столбика без накида. Теперь нам остается стянуть колечко, и мы делаем 2 воздушные петли в конце. Вот сейчас обрезаем ниточку. И все, затягиваем. Вот смотрите, какая у нас ручка получилась. За счет 2 воздушных петель у нас будет пространство, с помощью которого наша лапка будет бултыхаться. А еще смотрите, вот это как зайчика я делала. То есть вы можете пришить, вот так вот я пришивала колечко. Сейчас я вам покажу. Это как у зайки. То есть если у вас есть колечки, вы, конечно, можете сделать на колечках. Они такие более мягкие и получше бултыхаются. Поэтому смотрите, что у вас есть дома. Можете использовать и колечко. Начинаем вязать ножки. В кольцо амигуруми набираем 8 столбиков без накида. Наши ножки будут немножко больше, чем ручки.
Закончили первый ряд, стягиваем колечко и ставим маркер. Переходим ко второму ряду. Во втором ряду мы с вами провязываем 3 столбика без накида, прибавочка. И так 2 раза. В конце ряда у нас с вами получится 10 столбиков без накида. Нижние лапки я тоже вяжу, видите, светлой пряжей первые 2 ряда. Дальше буду переходить к темной. То есть в конце этого ряда мы с вами поменяем ниточку. Закончили второй ряд. И дальше с 3 по 9 ряд мы с вами будем провязывать по 10 столбиков без накида. У меня будет темная пряжа. Семь рядов. Провязываем самостоятельно. Вот смотрите, у нас получилась лапка. Мы провязали 9 рядов, слегка добавили холофайбера. И теперь переходим к 10 ряду. В 10 ряду мы с вами будем делать 5 убавочек. В конце ряда будет 5 столбиков без накида. Обрезаем ниточку. И теперь нам нужно стянуть колечко. Так, стянули. Вот у нас лапка какая получилась. Теперь, как и в ручке, я завожу, видите, крючочек и провязываю 2 воздушные петли. Все, вытаскиваю ниточку, и наша ножка готова. Вяжем ушко. В кольцо амигуруми провязываем 6 столбиков с накидом. И соединительный столбик. Все, вытаскиваем, обрезаем ниточку, вытаскиваем и будем стягивать колечко. Наше ушко будет готово. Вот смотрите, красота какая. Вяжем хвостик. Это совсем просто. В кольцо амигуруми мы провязываем 8 столбиков без накида.
Здесь я даже маркер ставить не буду. Смотрите, стянули колечко. И второй ряд я провязываю также 8 столбиков без накида. Все, довязываем, обрезаем ниточку. Оставляем так, чтобы можно было пришить хвостик. Хвостик готов. Видите, какой получается? Теперь переходим к оформлению нашей мишки. Смотрите, мы с вами вязали за задние стеночки петли, и у нас остались передние. За эти передние стеночки мы теперь будем вязать юбочку. Находим, где у нас начинался ряд. И вводим крючок и будем провязывать с вами юбочку по такой схемке. 3 столбика с накидом в каждую петелечку. Так, вот я зацепила. Теперь провязываем 2 воздушные петли. И 3 столбика с накидом в одну петельку. Теперь в следующую, смотрите, тоже 3 столбика с накидом. Это для того, чтобы у нас были воланы такие плавные. Опять же, если вы хотите, чтобы такая юбчонка получилась попышнее, вы можете делать столбики больше, допустим, 4 столбика в каждую. Тогда юбочка такая будет более волнистая. Можете делать полустолбиками с накидом. Тогда она будет немного короче, но пышнее. То есть выбор за вами. И так провязываем до конца ряда. Вот такая юбочка получилась. Меня она вполне устраивает, мне она очень нравится. И мы с вами продолжаем. Будем клеить глазки. Глазки клеим либо между 4-м и 5-м рядом, либо на 5-м ряду. И смотрите, расстояние между глазками может быть большое, может быть вот поменьше. Здесь тоже выбор за вами. Каждый мишка будет индивидуальный. Я делаю небольшое расстояние между глазками. Все, глазки приклеила. Будем продолжать оформление. Сейчас мы с вами вышьем носик. Вводим иголочку в районе глаз. У меня где-то получается 1,5-2 петельки там разница. Но вы смотрите уже по вашему вязанию, где вам удобнее сделать носик. И делаю несколько стежков. Так как у меня пряжа потоньше, чем Ернард джинс, и я буду делать 3 или 4, может быть, немножечко обкручу. А джинсам, мне кажется, там хватит и 2 стежков. Для такого брелка.
Ну, я обкручу пару раз. И выходим теперь немного ниже. И теперь ниточку будем пропускать к серединке носика. Вот так. И сразу вышиваем брови. Если вам интересно вышивать брови, если вы хотите, потому что не каждый вышивает их почему-то. Мне нравятся с бровками. Они тогда такие трогательные. Так, одна и вторая. И теперь я вывожу ниточку туда, куда заводила. Вот такие брови. Ну и все, завязываю узелок, обрезаю ниточку и прячу. Смотрите, какая мордашка. Забавная. Теперь я решила еще сделать для мишки светлые такие вот, как глаза, как белочки вышить. На зайке они незаметны будут, потому что зайка сам по себе светлый, а вот для мишки, ну, сейчас посмотрите результаты и выберите для себя вариант, нужно вам это вышивать или нет. Но мне нравится, глазки такие, знаете, сразу оживают. Ну все, и тоже вывожу ниточку там, где вводила. Завязываем узелочком. Вот такая красота. Завязываем узелочек и обрезаем. Сейчас будем пришивать уши. Смотрите, вот у нас первый ряд. И мы с самого краешку берем между первой и второй петлей и пришиваем ушки. Вы, конечно, можете поменять расположение, если хотите. Ну, мне так нравится. Ну, вот захватили за первую петлю и там дальше через одну прихватываем ушко. И вот оно прямо стало на свое место, видите? Все, как обычно, завязываем узелок, прячем ниточки. Да, здесь, конечно, много пришиванных деталей, но мишка замечательный получается. Так, заканчиваем. И второе ушко пришиваете самостоятельно. Ушки пришиты, остался хвостик. Хвостик, смотрите, мы заканчивали 8 у нас столбиков, и мы сейчас пройдем по краю, каждую петельку захватим и немножечко стянем, вот как мы стягиваем с вами колечко, также мы стянем сейчас хвостик.
чтобы он был такой не совсем ровный или более, ну и чтобы он был не сильно ровный, мы его стянем, он такой более выпуклый станет. Такая небольшая подготовочка хвостика к пришиванию. Так, вот, стянули. Смотрите, какой хвостик получается. Все, и теперь пришиваем к мишке под юбочку. Там у меня осталась ниточка, и я ее решила не обрезать, а прямо в хвостик мы ее добавляем, и наш хвостик не будет совсем пустой. Вот так вот я спрятала. И теперь можно смело пришивать. Вот такой мишка получился, хвостик замечательный. Остались нам ручки и ножки. Пришиваем ручки. Зайка на колечках, а мишку мы пришиваем. Пришиваем в районе шеи. Вставляем. И на одну выше поднимаемся. Все. И так, чтобы у нас вот эти вот воздушные петелечки, они бултыхались, получается. И вот через верхнюю воздушную петелечку я проведу ниточку. Вот так. И еще один стежок. В принципе, будет вполне достаточно, чтобы рука была такая активная. С зайкой, конечно, проще. Колечки пришил и все. А мишку надо проконтролировать. И все, и прячем ниточку. Убираем ее. И дальше самостоятельно пришиваем вторую ручку. Ножки мы пришиваем, смотрите, там, где мы прошивали, соединяли нижнюю часть. И вот где-то вторую, третью петельку мы будем прихватывать. Вот такой мишка забавный у нас получился. Брелок чудесный. Весь такой бултыхающийся, веселый, забавный. Вот теперь смотрите. Зайка, то есть мишку и зайку мы связали по одной схемке, они абсолютно похожи. Разница только вот в ушах. Я одно ухо уже связала. Теперь мы с вами свяжем второе. Я ушко делаю, сразу ввязываю, видите, в зайку. Можете вывязать отдельно и пришить. Наверное, так не очень будет мне удобно. Ну, в общем, решила, так делаю. Значит, мы вводим крючочек. Захватываем петельку и будем с вами провязывать 17 воздушных петель. Теперь во второй от крючка мы провязываем, вернее со второй от крючка мы провязываем 3 столбика без накида.
Дальше мы будем провязывать 3 полустолбика с накидом. И дальше мы вяжем 8 столбиков с накидом. Такое будет худенькое, но длинное ушко. Первый и второй полустолбик. Присоединяемся соединительным столбиком к соседней петельке, обрезаем ниточку. И все, и можно смело завязывать узелки и прятать ниточки. Вот такое ушко у нас получилось. Они такие загибаются немного. Но если будете вязать не сильно плотно, они такие будут поровнее немножко. Можете обвязать соединительными столбиками ушки. Тогда они будут поплотнее и не будут такие вот кудрявенькие. Вот. Ну, мне нравится, я оставлю так. И вот последний акцент, пустовато было, я решила приклеить нашим малышам бантики. У меня были бантики, я их не вязала, я их просто приклеиваю. Вот так. Сразу преобразились, правда? И вот наши малыши готовы. Надеюсь, вам они понравились. Напишите, пожалуйста, в комментариях, кому будете вязать. Зайку, мишку, девочку или мальчика. Мне все это очень интересно. Я очень жду ваших откликов. Вот такие малыши. Понравились? До встречи. Пока.